Здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем сделать вот такую вот гортензию, желтую, мелкую. Если вы любите мелочь, этот мастер-класс для вас. Вот эту сделала я, правда еще без зелени. Это настоящий цветок. Я покажу на примере одного цветка. В принципе, ничего сложного. Главное создание множества этих цветков. Взяли горошинку приблизительно в полсантиметра, сделали из нее капельку, разрезали на 4 части до середины. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Не стремитесь сразу расплющивать ее. Вставляем проволочку. Опускаем прокручивающим движением столбик. Ну, приблизительно в 2 сантиметра. Чуть-чуть приплюснули лепесточки. Я обычно делаю 5-6 штучек. За время они вот тут слегка подсыхают, чтобы было удобнее работать. И как я делаю, соединяю, чтобы было прям очень тоненько. Вот у меня есть уже подсохшие цветочки. Я делаю приблизительно сантиметр столбик. Лишнее просто убираем. И проволочку отрезаю, чтобы у меня остался конец приблизительно в 2 миллиметра. Вот подготовили. Этот цветочек мы берем любым тупым концом. Можно вот от стека, можно от кисточки. И слегка прокручиваем. За счет того, что он у нас подсох, форма у нас сильно ехать не будет. Вот такой вот цветочек. Вот смотрите, я сначала наделала очень много простых на более короткой ножке, они у меня высохли. После этого я делаю с более длинной ножкой, и пока они сырые, вот эти вот я вставляю в ствол и подкрутила с одной стороны и с другой стороны. Вот получается соцветие из 3 цветочков. И даю время, конечно, высохнуть. Только после полного высыхания мы их сможем расправить так, как нам необходимо. Давайте рассмотрим, прежде чем собирать. Форма у нее строго треугольник, то есть вверху буквально несколько цветочков, и они практически присоединены к стволу. Чем ниже, тем соцветия приобретают больший размах и длину, прежде чем присоединяться к стволу. И самые последние уже видите, какие пушистики. Выберем самые маленькие цветочки. Их сразу мы присоединим к более крупной проволоке, на которой мы будем наращивать. И обтянем
фарфором. Даем время подсохнуть. Первые соцветия лучше вставлять. Вот я выбрала 3 более маленьких. Окунули, и по периметру мы вставляем даем время подсохнуть. Я собрала в соцветия по 2. Это будут маленькие. Затем по 3. Сделала небольшую ножку приблизительно в 1,5 сантиметра. И по 4. Я их слегка уже протонировала. Вот где 4-е соцветие, мы делаем уже ножку в 3-4 сантиметра. Я их чуть-чуть протонировала зеленым и охрой. Первые у нас также будут по 3, а потом по 4 штучки. Вот она, наша макушечка. К ней мы просто начинаем привязывать. По периметру 1, 2 и 3. Когда у нас вся эта конструкция высохнет, мы, естественно, сможем распределить цветочки так, как нам необходимо. Ниточку подкрутили. И для того, чтобы не было видно проволочки и ниточки, буквально чуть-чуть тейп-лентой. Я ее нарезаю тонко. Поднялись и буквально опустились. Ствол уже идет такой салатовый, поэтому мы его обтягиваем салатовым цветом. Буквально опускаясь 2-3 сантиметра. И прокрутили. Пусть даже где-то у нас будет видна тейп-лента. Это нам даже придаст некой такой разнообразие цвета некое. Поэтому не стремитесь прям сделать идеально. Вот у нас уже такая вот макушечка треугольником. Таким образом мы соединяем все